В рамках нашего сериала «Теория шашлыка» я хотел бы рассказать, чем отличается шашлык от гриля. Но сейчас у меня есть время, чтобы подчеркнуть одну деталь. Я сегодня использую угольные брикеты Weber, достаточно приличного качества. Использую их в сочетании с другим углем, с обычным древесным углем. И хочу обратить ваше внимание, уголь еще не до конца разгорелся. Видите, с одной стороны он черный, а с другой стороны покрытый золой. Вот когда все угли будут покрыты белой золой, тогда можно будет начинать готовить. Осталось буквально минут 5. Вот теперь уголь полностью готов. Он прекратил дымить, и поэтому можно начинать готовить. Довольно сильный жар, поэтому уголь я сейчас раздвигаю по краям этого мангала. Да-да, я не оговорился, пока гриль работает с открытой крышкой, он, по сути дела, ничем не отличается от мангала. Но разве что мясо будет готовиться не нанизанным на шампуры, а на решетке. Причем, обратите внимание, я сознательно выбрал тонкую стальную решетку, а не толстую массивную чугунную. Толстая массивная чугунная решетка нагревается, и когда вы кладете на него мясо, она моментально подпаливает мясо, создает полоски, которые мне сегодня абсолютно не нужны, потому что готовить мы будем ту самую свиную корейку, которую замариновали в прошлой серии. Если не посмотрели, посмотрите вот здесь. Эти куски мяса пролежали в маринаде 3 дня. 3 дня они лежали в холодильнике. Я уверен, что сейчас маринад уже как следует проник в эти куски мяса. Но какая-то часть мяса лежала в жидкости, а какая-то часть мяса лежала снаружи. Поэтому прежде чем отправить мясо на мангал, мы обязательно должны смочить ту сторону, которая сейчас предстоит лечь на горячую решетку. Уголь весь лежит по периметру. Точно так же я раскладываю куски мяса. Класть мясо на решетку тоже надо уметь. Подвигайте его по решетке. Для чего я это делаю? Для того, чтобы мясо не прилипло ни к какому конкретному месту. Я по решетке катаю мясо, как по рельсам. Уже образовалась некая корочка, и теперь мясо можем оставить. Оно не прилипнет. В емкости, где мариновалось мясо, осталось изрядное количество маринада. Нельзя, чтобы он пропадал. Прежде чем переворачивать мясо на другую сторону, каждый кусочек еще раз смочим, обильно смочим маринадом. Прошло 2-3 минуты с тех пор, как я положил первый кусок мяса. И его уже пора переворачивать. Перевернутый кусок точно так же несколько раз сводим по решетке, для того, чтобы он не прилип. Сразу же смачиваем его остатками маринада. Потому что сейчас из него уже испарилась некоторая часть влаги. И вот пусть этот маринад впитается. У нашего спонсора Weber для этого гриля есть особые казанчики. А у меня есть вот такая керамическая форма. Я ее сейчас на секундочку поставлю сюда, чтобы она совсем немного подогрелась. Я сделаю это потому, что сейчас мясу надо будет дать отдохнуть. Мясо уже основательно подрумянилось снаружи, но внутри оно еще холодное. Внутри оно имеет температуру от силы градусов 30-40. Несмотря на то, что свинина греется очень быстро, но в такие толстые массивные куски мяса тепло пройдет, может быть, минут за 10-15. Если все это время мясо будет лежать здесь на решетке, оно просто-напросто сгорит. А мне этого не хотелось бы. Формочка нагрелась градусов до 50, до 60. Видите, рука терпит. Вот и хорошо. Накрываем крышкой и оставляем полежать мясо минут 10-15. За это время тепло с наружных слоев мяса дойдет до самой середины. Снаружи остынет, а внутри нагреется. Но сейчас мне надо и с углем поработать. Я прикрываю подачу воздуха, я накрываю крышку и перекрываю почти что полностью дымоход. Это необходимо для того, чтобы уголь слегка потух, немного поостыл. Обратите внимание, что мясо отдыхает в чистой гастроемкости, а не в той же, где оно мариновалось. Вот этот маринад, где лежало сырое мясо, больше не должен попасть на мясо, обжаренное снаружи. Обжаренное стерильно, маринад может быть и нет.
По термометру вижу, что температура начала падать. Это означает, что уголь принял то самое состояние, при котором мы можем приступать к следующему этапу. Кстати, и мясо стало несколько потверже. Когда мы его сюда укладывали, оно было еще совсем мягким, совсем живым. А вот теперь оно выглядит как полуготовое мясо. В этот раз кусочки раскладываем посередине, так, чтобы уголь не светил больше на мясо напрямую. И вот теперь, при сравнительно невысокой температуре угля, мы закрываем крышку и доводим мясо до полной готовности. Что такое эта полная готовность? Это достижение внутри куска мяса определенной температуры. Когда мы готовим мясо в жидкости, когда мы тушим мясо, либо варим его, то есть вокруг есть вода, какая-то влага, соки, можем готовить его сколько угодно. Но если мы жарим мясо, если мы запекаем его, если вокруг мяса нет никакой влаги, то мясо следует довести до определенной температуры, при которой мясо раскрывает свои вкусы, ароматы, сочность, нежность максимальным образом. Эти температуры давным-давно исследованы, давным-давно вычислены. И, конечно, самое правильное – это купить себе небольшое устройство, маленький термометр, вот такой вот, с щупом, с тросиком. Мы могли бы подключить этот термометр, воткнуть его в один из кусочков мяса и совершенно точно знать, когда наше мясо готово. Но я понимаю, что для очень многих зрителей купить маленький термометр невыгодно. Ну что же, придется и мне сегодня готовить вместе с вами без термометра, чтобы научить, как определять готовность мяса хотя бы приблизительно, хотя бы на глаз. Ну, конечно же, многие, наверное, подумают о ноже, что нужно взять, надрезать кусочек мяса и посмотреть, как оно внутри. Я могу вам сказать, что это достаточно варварский способ, и так определять готовность мяса не стоит. Лучше всего определять готовность мяса при помощи пальца. Вы видели, каким мягким было сырое мясо? Вы видели, что оно было мягким, когда мы клали его дозревать? И вот теперь мясо постепенно должно становиться все тверже и тверже. Вот здесь внутри еще совсем мягкое. А соседнему куску мяса досталось больше тепла, и оно более упругое. Вот по этой упругости и следует определять готовность мяса. Если вы его пережарите, оно станет совершенно дубовым, очень твердым. Если вы сумеете поймать тот момент, когда мясо внутри уже поспело, но еще не перестояло, не пересохло и не отвердело слишком сильно, это будет самый лучший шашлык, который только можно приготовить из этого мяса. Вот чем хорош этот гриль Weber? Тем, что он термос, понимаете, у него стенки довольно толстые и очень хорошо регулируется температура, очень хорошо хранится тепло. Посмотрите, что я сделал. Я сейчас мясо ставлю вот этим жирком к низу, для того, чтобы этот жирок зарумянился. А ждать, что само мясо зарумянится слишком сильно, для свинины это неправильно. И нет никаких пожаров, не надо бутылку с водой, не надо солью посыпать. Вот это вот солью посыпать, это абсолютно лоховство, еще раз повторяю. Соль не растворяется в жирах, поэтому соль не может впитать в себя никакие жиры. Когда вы посыпаете уголь солью, это все равно, что вы посыпали уголь песком. То есть прекратили доступ кислорода. Все, ничего более. Но когда у вас гриль Weber, когда у вас нормальное оборудование, вы можете просто прикрыть крышку, можете прикрыть дымоход и точно так же прекратить доступ кислорода к углю. Уголь, пожар внутри гриля сам по себе потухнет. Итак, мне лично кажется, что все уже вполне готово. Посмотрите, жир зарумянился как следует. А вот мясо у свинины преимущественно белое. Оно не должно зарумяниться. Зарумянилось, все, считайте, что оно уже и внутри переготовлено. Ну и тот кусочек, который мы с вами уже надрезали, давайте надрежем его дальше, посмотрим, что там внутри, как он поживает. Ну вот посмотрите, мясо слегка розовое, но мясо полностью сочное, и мясо полностью готово. Оно идеально, равномерно приготовлено внутри. Наша программа рассказывает не о кошерной, не халяльной, не постной, не вегетарианской пище. Наша программа о вкусной пище. Поэтому мы позволяем себе готовить любое мясо, потому что значительная часть моих читателей, подписчиков, телезрителей едят свинину.
И почему же я не должен рассказывать им о том, как эту свинину приготовить правильно? Ну вот попробовать я попрошу сегодня моего режиссера. Паш, попробуй, пожалуйста. Так, прям как оно. Мягкая, Очень мягкая, сочная. очень сочная и очень ароматная и вкусная. Вот это все, что я хотел вам сказать. Если куски мяса довольно крупные и не имеет смысла их резать на мелкие кусочки, тогда правильнее готовить на гриле. Если мясо можно разделать на мелкие кусочки, и оно не теряет от этого своих качеств, тогда можно приготовить шашлык традиционным образом на мангале, на шампурах. Не забудьте подписаться на наш канал, посмотреть предыдущие серии теории шашлыка. 1, 2, 3. И приглашайте к нам своих друзей. Пока, успехов, приятного аппетита!